Аромат, когда вечеринка заканчивается падением дымовой завесы, всплывают потерянные иллюзии, трагически увлекательная потеря реальности. Под дымовой завесой жизнь – это декадансная игра. Серж Лютанс. Всем hello, мои дорогие друзья, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и в этом видео я хочу рассказать про подарок, который мне подарил Алексей. Это новинка 2023 года Сержа Лютанса, называется Écran de Fumée. Хочу вместе с вами распаковать этот аромат, поделиться своими первыми впечатлениями. Я этот аромат еще не тестил, не слушал. Вместе с вами это сделаю. Вот так выглядит у них коробочка, кто не знает. Здесь 50 мл, концентрация Eau de Parfum. В переводе с французского Écran de Fumée как дымовая завеса. Вообще все ароматы у Сержа Лютанса, они такие все меланхоличные, немного депрессивные, да, грустные. И вот и название этого аромата такое же не позитивное. То есть это как вечеринка, которая заканчивается не очень хорошо, дымовой завесой. Смотрите, чем еще увлекательны флакончики у Сержа Лютанса. Вы их вначале сами собираете как такой небольшой, как завершаете этот флакончик. О, какая красота! Изначально в форме гробиков у Сержа Лютанса вот так они все выглядят. Цвет жидкости такой темно-коричнево-красный. И да, и вот я расскажу, что пульвик с крышечкой вы отдельно погружаете во флакон. То есть такой процесс завершения сборки аромата от Сержа Лютанса. И вот такая вот эстетика нуарная. Черная этикетка, название аромата. Так, здесь как раз написано, что Made in France, Eau de Parfum и бач-код. Этот аромат мне Алексей привез из Вильнюса. Там он его приобрел. И мне не терпится с ним познакомиться. Он сказал, что он похож на аромат Santal Modescule, который мне понравился в этом аромате Collection Noir. И на фрагрантике их сравнивают то, что они похожи. И я бы даже хотел сейчас на этом видео сравнить, чем же они похожи. Так. Сделаем холостые пшики. Нанесу сначала на блоттер. И на кожу. Нет, они все-таки Santal Modescule на старте прям очень разные. Немного мне вот действительно на старте отдает такой резиной, именно горелой. Что-то такое подгоревшее. Не гурманика, а именно вот подгоревшая резина. Так, на коже. И вот на коже тоже есть вот эта подгоревшесть. Но подгоревшесть не такая, что невозможно дышать, и это не нравится запах, а именно как будто вы прогуливаетесь возле завода, где стоят трубы и дымят. И вот этот запах гари немного такой химический. Но в то же время и вам этот аромат нравится, запах гари. То есть он вас не удушает, он не противный, он такой вот. Вот, кстати, вот эта гари уже проходит, он начинает меняться.
становится какая-то сладость, становится сладким. Сразу нанесу Santal Modjeskül, чтобы сравнить, как же они раскрываются, схоже это или не схоже. Но сразу хочу сказать, по первому впечатлению, вообще не похоже, вообще разные. В Santal Modjeskül нету вот этой как раз-таки горелости. Да, Santal Modjeskül все-таки более такой пряный, сандаловый, теплый, красивый, очень красивый. Santal Modjeskül, конечно, вообще шикарный. А здесь уже совсем другая история. Они на самом деле очень разные. Давайте посмотрим, какие там ноты на фрагрантике. Grain de Fumée. Пишут как главные аккорды wood, дерево, какао, табак, смоки. Warm spice, специи, сладкий и ром. 2023 год. Это вообще самая последняя новинка от Сержа Лютанса. Какие там ноты? Какао, табак, ром, дым. Вот дым вот на старте, прям много дыма. И древесные ноты. Вот сладость дает как раз-таки вот это какао. И, скорее всего, ром. Такая... На самом деле он не особо алкогольный. Рома я здесь особо не чувствую. Табак. По поводу табака. Есть вот эта вот табачность, и она как раз-таки вот раскрывается в течение 5 минут после нанесения. Ну и тоже табак неявный. Вот он неявный табак. Здесь все-таки такая замес. То есть все ноты, которые я здесь чувствую, они все сбалансированы, и ничто не выпирает, не звучит громче, не солирует. Ну, интересно. Интересный аромат. Все-таки Santal Modjeskül, они вообще разные. Вот если вам нравится Santal Modjeskül, но да, вот сейчас начинается вот эта табачность, и табак выходит на первый план. Вот табак уже начинает преобладать в этом аромате. Такой сладкий табак, дымный. Так, как на блоттере. Вот на блоттере, я хочу вам сказать, он совсем другой. Если вы хотите попробовать этот аромат, обязательно нанесите на кожу. Вот сейчас нюхаю блоттер. На блоттере больше я почему-то чувствую именно какао. И какао такое рассыпчатое, сухое какао. То есть не заварили, не напитком, а именно вот вы открыли пачку какао и пахнет самим какао. Вот на блоттере он более сухой, менее дымный, больше какао. Вот более какао чувствую. Вот древесная база, которая и дым. Вот на моей коже больше вот дыма и табака сейчас. Дым здесь постоянный. Постоянно его чувствую с самого старта. То есть он действительно такой дымный. Он очень необычный. Прям вообще необычный. Похож на вообще саму эстетику, на стиль Сержа Лютанса. У него многие ароматы, они такие дымные, такие томные, темные. Вот этот аромат действительно можно назвать таким. Вот. Действительно дымовая завеса. Вот. Дымовая завеса не просто так названа. Это действительно вначале вы прогуливаетесь как будто в каком-то промышленном, в промзоне, в промышленном районе города, да, и там много труб от заводов, фабрик, и они дымят, и они вот задымили весь район. И я не чувствую здесь такой четкий запах сигарет именно, вот если
брать сигары или сигареты. Ближе я думаю, что больше к сигаретному, не к сигарному, потому что вот эта сладость какао, которая вот на блотере, она очень явная. Здесь на коже, на моей, какао вот уходит на второй план. Я его особо не чувствую. И какао здесь не сладкое. Вот именно такое темное, горькое какао. Сладости особой здесь нету, и меня это радует. То есть он действительно... Ой, хорошо, хорошо. Вот он очень необычный. Я ничего подобного не встречал ранее. То есть вот это сочетание нот, я его сегодня буду разнашивать. Вот сейчас еще на кожу нанесу. Может быть, вот я сейчас нанес на кожу, вот сейчас пары пошли от аромата. Какао я почувствовал прям в нос, в рот мне как будто насыпали ложечку сухого какао темного. Да, все-таки какао интересно, очень необычный. Очень необычный. Он действительно будет выделяться, вас выделять из толпы и вообще выделяется среди других ароматов. Он не похожий на Сантал Маджескюль вообще никак. Вообще. Здесь нету сандала, здесь нету специй. Специевость я как бы никакой не чувствую. Здесь действительно какао преобладает. Что-то есть с Сантала Маджескюль. Вот какая-то небольшая, прям литл, такая маленькая часть какой-то схожести. Но это схожесть, наверное, скорее всего, просто какие-то ингредиенты самих ароматов Сержа Лютанса, которые они добавляют, там масла. Вот что-то вот может быть похожее. Но если вы фанат Сержа Лютанса, и вы любите такие дымные ароматы, не сигаретные, не вот именно не табачные. Здесь вот все-таки табак, он больше сухой табак, больше не сладкий. Такая, знаете, табак чистый, без всяких привкусов, без всяких добавок ароматических. Такой стандартный хороший табак для классических сигарет. Вот так я бы описал. Ну, интересно. И я чувствую какую-то вот, действительно, как вначале я говорил, такая резиновость. Именно, может быть, горечь покрышки же, вот подгорелой покрышки, но эта покрышка тоже все умеренное. Это не забивает нос, это не неприятно. Это все красиво сделано. Классно, классно. Вообще у Сержа Лютанца они все любят экспериментировать. У них там есть и, по-моему, поджигатель, да, где там пахнет жженой проводкой, и такая карамель с горчинкой такая, знаете, прям ее хорошо раскарамелизировали на огне, то есть она прям такая темная, темная тягучая карамель, именно с горечью. И они вот Серж Лютанси любят заигрывать вот этой с горчинкой, с дымностью. Ну, это все так красиво сделано. Не надо его подразносить, чтобы полностью составить впечатление об этом аромате. И я на самом деле бы, наверное, со временем свой вердикт напишу на нашем канале и на нашей группе в Инстаграме. Я напишу описание и вердикт этому аромату, так как я люблю Сержа Лютанса, люблю его творение, то, что он делает. Я на самом деле не люблю ноту какао в ароматах. Вот действительно, я не люблю. Очень осторожно отношусь к ароматам, где есть шоколад. Тоже в основном, где шоколад и какао не входят в список моих любимых нот. То есть и вообще
ароматы. Я как-то их очень редко-редко могу носить. Вот говорю все это время. Он действительно больше подойдет для парней. Я почему-то его вижу больше мужскую. Он больше такую для мужчин. Вот присмотритесь к этой новинке. Действительно достойно, интересно, в стиле Сержа Лютанца. Вам спасибо большое за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые с Сергеем видосы, так как мы планируем записать очень много видео распаковок Amouage Odyssey Collection. На следующей неделе, думаю, будем распаковывать, знакомиться с их ароматами. И следующий наборчик Men's Collection от Amouage Sampler Set. Нам понравились, мы до этого в описании под этим видео обозревали женские ароматы от Amouage и мужские также. Есть уже другие ароматы от Amouage. Марка, да, на самом деле очень интересная, создает необычные и самобытные, качественные и дорого звучащие ароматы. И хочется дальше продолжать свое приключение в изучении ароматов Amouage. Вам я желаю отличных открытий в парфюмерном мире, отличного настроения, спокойствия. Так что все будет отлично у всех. Всем goodbye.